Всем привет! Сегодня видеообзор очередной камеры видеонаблюдения. Таких у меня еще не было на канале. Уже можно увидеть по рисунку на упаковке, что она собой представляет. А также функционал также можно рассмотреть. Камера интересная. Первый раз подключать буду ее, использовать ее и вам показывать. Вместе с вами подключим, ознакомимся с функционалом. Сразу видно приложение IP-C360 Home. Инструкция цветная по подключению. Разобраться можно. И вариант камеры. Так. Сразу скажу, бюджетный диапазон. Но камера со слежением за человеком. Ну, дальше посмотрим, как это все дело работает. И чем она интересна, что она имеет два объектива. Смотрите, по сути, две камеры в одной. Раз камера, два камера. Камера статическая, я так понимаю, с широким углом. Дальше посмотрим. И в чем смысл, наверное, многие уже понимают, что одна камера смотрит постоянно в одну точку под широким углом, контролирует ситуацию впереди камеры. Вторая камера поворотная, следит, работает по заданному функционалу, то есть по заданию поставили вы слежение, она отслеживает объект, а эта камера контролирует под широким углом впереди, что происходит. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать, поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Данная камера уже доступна в Украине на магазине SmartHat. Ссылка в описании к видео. Переходите, приценяйтесь. После обзора заказывайте. На AliExpress также ссылку оставляю, но в Украине пока невозможно заказывать. Все остальные, кто хочет, переходите на AliExpress, у кого есть возможность, заказывайте. Полный, в общем-то, комплект. Ну, как привыкли видеть поворотные камеры, здесь ничего нового. Блок питания, крепежный элемент, камера легкая. Дюбели мощные можно не использовать, вообще легчайшая. И на RJ45 герметичная муфта. По герметичной муфте, как собирать, есть у меня видео на канале. Камера 12-вольтовая. Разъем для подключения блока питания. Блок питания, кстати, ну, стандартный, который также привыкли видеть, идущий вместе с этими камерами. 12 вольт 2 ампера заявлено. По факту, наверное, он 1,5 или 1 амперный с индикацией. И уже с подключением в розетку 220. Может камера также работать по кабелю. И также кнопка сброса к заводским установкам также имеется. Слот под карту памяти, камера с двухсторонним аудио, динамик, микрофон. Также смотрите, ночная подсветка, ИК светодиоды и белые LED светодиоды. Камера 350 по горизонтали и по вертикали 90. Стандартно все. Слот под карту памяти, резиновая заглушка утопленная. Нужно, наверное, что-то, чтобы открыть ее. Плотная резиновая, толстая. Кнопка сброса имеется дополнительная. И слот под карту памяти. По картам памяти информация есть на странице товара. Какие поддерживает и насколько хватает. Оставляю также информацию в видео. Ну и по-другому карту памяти, наверное, не вставить. Скорее всего, контактами вперед камеры. Да, до защелкивания. Устанавливаем сразу карту памяти. Там же вы можете заказать с любыми картами памяти. Соответственно, цена камера комплекта будет дороже, чем дороже карта памяти. Поворотная также верхняя камера. И она имеет угол поворота 30 градусов заявлено. Вон там видно проводка, идущая к камере, красные такие провода. И крепится на, скорее, два самореза. Пластиковый корпус, но пластик, смотрите, добротный. Вот я прижимаю его сильно. Пластик проверенный временем, эти камеры работают. Именно они полностью защищены. Можно под открытым небом устанавливать их. Проблем здесь нету. Что может быть? Так это со временем пожелтение корпуса от погодных катаклизмов. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Со стороны кронштейна мягкая заглушка стоит, скорее всего,
Подключена одна антенна. Ну да, тут Wi-Fi 2 антенны чисто идет для красоты, так сказать, для соосности. Кабель прижат от продергивания, но смотрите, один недоработка. Скорее всего, просто забыли засверлить здесь отверстие третье для установки камеры. Но это может в моем, скорее всего, брак попался вот в моем варианте. Подпишись на мой канал, и в следующем видеообзоре увидишь вот эту вот классную камеру. Также подпишись на мой телеграм-канал. Там все эти камеры также будут в продаже по Украине. Информацией делюсь по новинкам, по различным камерам, которые проверенные временем. Обязательно подпишись на телеграм-канал. Стандартное подключение камеры, ее блоком питания в разъем. Кабель, кстати, до розетки уже стал длиннее, наверное, около метра от блока питания. Включаю в розетку. Тестовый режим. Щелкают два ИК фильтра. Слышно двойные щелчки. ИК фильтр день-ночь тут установлены, тут. Две, получается, разные камеры на одном корпусе. Калибровка, поворотное устройство, сигнал звукового, то есть голосового сопровождения нету, только звуковое. И мигающий красный информационный светодиод, состояние подключения камеры. Мигает красным. В общем-то, камера готова к подключению. Заявлено приложение IPC360 Home. Ну, к нему и буду подключать. В общем-то, не будем изобретать велосипед. Пройдите регистрацию, сразу запросит электронную почту и пароль. Все, придет вам код, все быстро. На почту подтвердите устройство, подтвердить регион далее. QR-код вашей камеры с наклейки. Готово. Мой свет камеры вспыхивает красным. Жму галочку, жму далее. Кстати, можно подключить камеру по кабелю, можно подключить ее как точку доступа напрямую к смартфону, ну, на расстоянии работы Wi-Fi. Выберите сеть. Список сейчас роутеров, по идее, выдаст. Да, список роутеров, к которому хотите вы подключить камеру по Wi-Fi. И выбираете и вводите пароль роутера. Качество сигнала, кстати, тоже показывает Wi-Fi. Учтите, что Wi-Fi только 2,4 ГГц, 5 ГГц камера не поддерживает Wi-Fi. Пошло подключение, звуковое сопровождение, мигает красным и переходит в светящийся зеленый. В медленно мигающий зеленый. Камера готова, кстати, есть голос. Выбираем, что хотим, куда хотим. Кухня или сами называем местоположение камеры, как вы хотите ее назвать. Жму ОК. Пошли подсказки. Можете прочитать. Можете далее. Все русифицировано. И список устройств, там где было пусто, сейчас вот у меня камера. Два объектива. Качество сигнала показывает, уровень сигнала Wi-Fi. Давайте нажмем, посмотрим. Так, сразу звук, эхо, потому что устройство рядом. Непривычно пока первый раз. Говорить, громкость. Мелкие тут значки такие, но много всего. Так, как же нам... Угу. Получается широкоугольный объектив. И вот, наверное, 6-миллиметровый объектив установлен здесь. Вот так, в таком режиме. Да, здесь 6-миллиметровый, поэтому предметы вот рядом. А здесь, смотрите, широкоугольный объектив, наверное, 2,8 миллиметра. Рыбьего глаза нету, ну, есть чуть-чуть закругления по сторонам. Но именно та основная камера, наверное, широкоугольная, которая вот следить будет захватывать много и широко. А это будет видеть далеко, но узкий угол у нее, но далеко видеть. Факт тому, что две камеры мы одновременно просматриваем на устройстве. И также можем с них потом просматривать с карты памяти. Также две камеры одновременно. На одних из прошлых моих видео я вам показывал камеры с двумя объективами. Два объектива было на одном модуле. И одновременно не было возможности просматривать, только было переключение модулей. С широкоугольного на узкоугольный и наоборот. В этом варианте уже камера идет с двумя камерами. Устройство с двумя камерами на одном борту. Широкий угол и узкий угол, плюс поворотная, плюс со слежением. Голос
Раз, два, три, четыре. Очень качественный динамик, чистый звук, микрофон качественный, чистый звук передается в приложение. Все это можете вы отслеживать удаленно. Кто еще не знает, подключили камеру, через интернет она вещает, через приложение вы ее находите из любой точки мира, заходите и следите, просматриваете карту памяти, есть возможность облачной записи на облако, ну понятно, это платно, воспроизведение с карты памяти, все моменты. Так, как же... А так просмотр вот так. Ну, надо выносить камеру на улицу, потому что вот этот вот объектив рядом, и он не может сфокусироваться хорошо. Этот вот хорошо фокусируется, хорошая картинка. Так, если нажать, можем менять. Да, вот. Ну, отлично. Можем менять камеры. Кстати, да, выставляем камеру, чтобы смотрела прямо вот на вот этот значок, когда жмем. Если куда-то камера у вас отвернута в сторону, можно ее вернуть одним кликом. HD, качество SD переключать также можно все эти моменты. Голос, динамик, сделать фото, включить видео на смартфон, запись в папку. Все возможно. Возможно все разобраться, время, дата. Все здесь стоит, время, дата накладывается как на первую, так и на вторую камеру. Все моменты здесь есть. По настройкам также все русифицировано, все классно. Индикатор состояния можем выключить. Все, он нам не надоедает, мигание не выдает себя, можете его оставить. Контроль громкости, регулировка с индикацией. Ну, надо разбираться. Звук, видео вкл-выкл можно включать. Звук камеры онлайн. Камера, микрофон можно выключать. То есть по аудио настройки. Язык часовой пояс также можно ставить. Язык уведомления устройства. Английский и китайский имеется в виду уведомления голосового. Часовой пояс можно синхронизировать со смартфоном. Синхронизация завершена одним кликом. Тревога, место хранения. Настройки карты. Режим хранения. Непрерывное хранение, хранение событий. Давайте хранение событий поставим. На карту памяти будет по тревоге сохраняться, или же можно по стоянку. Информация по карте. Давайте отформатируем, хоть и состояние нормальное. Сделаем форматирование. Формат преуспел. Отлично. Информация об устройстве понятна. Обновление прошивки. Последняя версия. По тревожным настройкам, что у нас тут, выберите тип объекта, который вы хотите отслеживать, я так понимаю. И здесь у нас обнаружение объекта не включается, стоит вопрос, нажимаем на вопрос и ознакомливаемся с информацией о том, что для обнаружения объекта определяется движение человека, транспортных средств, домашних животных и других движений. Нужно подписаться на облако. Не сейчас, подпишитесь сейчас. Делаем, смотрим подписку. Тут информация о всем об этом. Жмем сюда и видим 1 месяц пробного периода. Дается бесплатно. Давайте так и сделаем. Тут все прописано по этому поводу. Активировать. Выходим обратно в меню. Заходим опять на тревогу. И у нас получается возможность, добавляется включение человек, транспортное средство, домашний питомец. Все остальное движение. Одновременно все выбрать. Получается человек, транспортное средство. Давайте домашний питомец еще поставим. Может, собаки будут ходить, посмотрим, как это будет реагировать. Уведомление о тревоге. Стоит текстовое уведомление. Это я уже кликнул на богатое уведомление. Посмотрим, что это значит. Ну, давайте сразу текстовое, потом переключим уже на богатое уведомление. Чувствительность. Середина, понятно. Время будильника. Время тревоги. По графику может ставить, чтобы задавать по графику. Работа, присылание уведомлений по тревоге камеры. Сирена, скорее всего, вот сирена будет звучать из динамика по обнаружению вот этих вот моментов. Пока я выключу, чтобы не тревожить никого. Здесь настройки произвели. По динамику, мощный динамик установлен, и можно тут же регулировать громкость динамика. Плюс-минус. Стоит на среднем. Включаю я говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Очень мощный, реально можно использовать. И это на средней громкости. Уже регулируйте, добавляйте сами.
Развернуть. О, здесь еще увеличивается. Режим тревоги установить успешно. Включена была. Я думаю, все понятно. Прямой эфир воспроизведения карты. Вот видите, воспроизводится карта с двух камер одновременно. Это сейчас пошло то, что было на карте памяти. Видео. Начать запись именно при просмотре карты памяти. Можно сохранять запись в папку смартфона. Фото сделать. Полноэкранный режим открыть. И развернуть. Смотрим по времени. Вот по записи. Шкала. Протягиваем. Увеличиваем ее. Или облачное воспроизведение также. Или облако выбирайте. Или карту памяти. Или прямой эфир. Тот же роутер. Подключил к нему кабель. И хочу камеру по кабелю подключить. Просто посмотрим, происходит ли автоматически переключение на кабель с Wi-Fi. Так, камера здесь подвисла. Да, нету изображения. Скорее всего, да, пропала. Скорее всего, сейчас будет перезагружаться. Никакого процесса перезагрузки не было. На время камера пропала и потом появилась. Сейчас работает вот по кабелю. Мощность сигнала Wi-Fi в информации об устройстве отсутствует. Отключаю кабель. Скорее всего, если включить информационный светодиод, он именно будет показывать состояние переключения. Ну, так никаких голосовых переключений помощи нету. Да, и вот при работе по кабелю можно проверить. То есть по Wi-Fi или по кабелю. В информации об устройстве мощность сигнала Wi-Fi. Появляется индикатор. Когда на кабеле просто стоит прочерк. Информация об устройстве. Ну и также здесь вот можно перезагрузить камеру или же удалить из вашего аккаунта. Камера на улице. Можете оценить качество звука по воющим сиренам. Сирена воздушной тревоги, кто не знает. И кто до сих пор не понимает, что происходит. Две картинки с камеры. Две картинки с камеры. Широкий угол внизу и узкий угол вверху. Можно видеть разницу по углам. Дом далеко. Предметы далеко, но широко. И предметы близко. Просмотр в таком вот режиме. Очень классно. Можно выбирать камеру, какую тебе нужно. Широкоугольную или же поворотную. Поворотную также вызываем и вызываем управление и управляем. Небольшая задержка есть. Камеры работают через облако, поэтому видите вы, что происходит. Одна камера смотрит куда нужно, другая камера следит за обстановкой перед устройством. Камера вон там далеко видит, можно поворачивать. А, это я даже, вот, да. Да, зум можно и так использовать. Вот, все, отлично. Протаскивать картинку и поворачивать. Поворачивать, изменять направление камеры. Как-то не совсем удобно, но привыкнуть можно. И широкий угол. Качество отличное. Не скажу я, что плохого качества. 3 мегапикселя матрицы, что та. Просто установлены разные объективы. Слежение, интересно, включается вот в меню. Сопоставить два объектива. Соответствие линзы. Ну, это как корректировка автоматическая. И отслеживание движения. При этом написано, что при включении режима отслеживания телеобъектив автоматически обратится к тому, где движение обнаружено широкоугольной линзой. Реально так и работает. И вот я только что включил. И что было? Автомобиль проезжает на широкоугольной линзе. И тут же в то место поворачивается камера поворотная. Ну и продолжает отслеживать именно по ходу движения в этом месте. То есть как-то сделана вот камера и возвращается на заданную позицию потом. Вот так она у меня стояла. Здесь автомобиль едет, камера поворачивается и следит за ним. Ну как-то так. Пока буду следить, только что это все дело включил. Какой еще вариант просмотра есть? Расколоть. Вот, расколоть. И вариант просмотра две камеры, как в режиме видеорегистратора. То есть тот вариант камеры, когда одна подстраховывает другую.
Если эта камера отвернулась в другое место, то широкоугольная следит за тем местом, где не видит эта камера. Ну вот, да, когда рядом, камера не успевает за объектом, поворотная. Эта команду ей дает, ну как прописано в инструкции, а это не успевает поворачиваться. Вот ей желательно большая территория. С таким объективом понятно, что территория должна быть больше. Выходим в список устройств. Троеточие, сопоставить два объектива. Соответствие линзы. При этом нужно выключить, если нажмем, выключить слежение за объектом. Сопоставить две линзы. И идет калибровка камеры. После откалибрования есть инструкция. Если значок фокусировки B не соответствует с А, перенесите его. Так и есть. Видим мы здесь значок там, а этот значок у нас не там. Поэтому выводим его так же, чтобы он был. Угол крыши. Вот так вот. Чем точнее вы поставите, тем будет адекватнее камера работать. Вот я установил именно туда. Два значка сопоставил и жму подтвердить. Готово. Теперь можно включать отслеживание в этом меню. Сопоставить два объектива и слежение. Выходим в камеру. И все, камера теперь работает по слежению. Соответственно, команду дает эта камера, а следит это. Ну вот так как-то. Точку возврата этой камеры как поставить? Выключили слежение, повернули камеру куда нужно, чтобы камера вернулась, направили ее и включили слежение. Все, камера после слежения будет возвращаться в ту точку, в которую нужно. По уведомлениям приходят уведомления, посмотреть можно уведомления тревожные в разделе «Будильник». Здесь вот куча уведомлений. Считать все, выбрать по определению движения различные варианты. Это 47 подсчет. Нажимаем и выбираем. И в облаке, и на карте. В облаке посмотреть можно по времени с двух камер. Со звуком смотрите, что было, куда камера поворачивалась. По движению автомобилей поставил я, и пишет камера также по движению автомобилей. Зашел в тревогу раздел, поставлю чисто человек. Слежение по человеку. Смотрите, при правильной калибровке камеры слежение также отличное. Когда приложение закрыто, уведомление приходит, вот у меня Apple Watch, то даже на Apple Watch приходит, если поставили там, где я вам показывал, текстовое просто, то просто текст. А если обширное или как там оно, объемное уведомление, то еще будет присылать вот фото. Ну и соответственно на смартфоне также. Если не привязано у вас никакое устройство, как у меня, то просто приходит уведомление на смартфон. Человек обнаружен на устройстве кухня. Ну и человек вон обнаружен. Так и есть. По отклику приложения. Кстати, приложение очень адекватно работает. Уведомления приходят моментально. Буквально секунда задержки после определения данной камерой широкоугольной человека, транспорт и животное. И все адекватно приходит в приложении тут же моментально. Отклик видите быстрый, камера активируется сразу со звуком. Что еще заметил, очень классный микрофон, очень чувствительный, без лишних помех. И камера улавливает очень далеко человеческий разговор, любые моменты. Очень классно, четко, микрофоном можно пользоваться. Накладывается запись, аудиозапись хорошая на видео. Ночная картинка с камер беспроблемная. Что первый, что второй объектив, то есть первая и вторая камера отлично справляются ночью, без всяких вопросов. На широкоугольной видно, что картинка, да, ну, такая же четкость, примерно все так же.
поворотная камера. Также отличная ночная картинка, то есть вопросов здесь никаких нету. Та, которая поворотная, понятно, при повороте картинка немного плывет, камера останавливается, фокусировка происходит, все очень классно. Еще момент просмотра в широкоэкранном режиме. Данные, понятно, камеры можно менять, как я вам показывал, и эту камеру можно, экран, то есть картинка в картинке, можно менять место ей, перетаскивать, не знаю, закрывать. Получится. Даже, кстати, можно вот зумировать вот так. Использовать цифровой зум в маленьком окне. Ну и также в большом. Понятно? Вот у нас код сидит, можно его приблизить. Как по мне, ну как бы, наверное, неточное соответствие установленных объективов. Широкоугольный 2,8 и 6 миллиметров. Мне бы хотелось бы, чтобы вместо 6 здесь стоял 4-миллиметровый объектив с фокусным расстоянием 4 мм. Ну, это может из-за того, что у меня вот такая улица. Но если стоял 4-миллиметровый, то камера более адекватно следила за объектом. С 6-миллиметровым вот она более адекватно будет следить на большем расстоянии. По уведомлениям очень много, происходит сортировка по 2 часа и количество уведомлений. Все у меня стояло по тревоге, четко все приходит. Открываешь, определение движения. Ну вот, как бы один минус еще, что нет сортировки по человеку, по транспорту, по там животным. Вот что я ставил, сортировки нету. Все определение движения считается. Ну, как особого значков нету, что где-то транспорт, где-то. Как по мне, это также недоработка. Это с картой памяти воспроизведения. Можешь активировать облачное воспроизведение. Также все это будет. Вот я выходил. Также облачная запись. По дням. В записи. 2 камеры смотрят в одно и то же место. И вы видите, что машина близко. Распознать можно. И как бы общий план панорамно. Камера подстраивается, то есть мощность ИК светодиодов, что лицо можно различить. Вот не засвечено. В настройки заходим, настройки профиля. И здесь сменить пароль, понятно, учетная запись, очистить пространство, свяжитесь с нами. Алекса, привязка есть. И есть альбом. Альбом заходите, то, что вы нажимали на запись, при просмотре в онлайне, например, делали запись или фотографию, и при просмотре с карты памяти. Вот оно все здесь сохраняется в альбоме. И у меня уже все это брошено в галерею, в папку смартфона. То есть мне не надо сейчас перебрасывать с этого альбома в галерею смартфона, чтобы потом поделиться. Уже все в галерее есть. Воспроизводите, бросаете кому нужно, передаете, делитесь видео как хотите. И, кстати, пишет не одновременно 2 камеры, а ролики отдельные. Ну, как бы одна камера, ролик тот же самый, но с разных камер, то есть одновременно 2 камеры не воспроизводятся. Вот так вот. С одной камеры сразу посмотрел, потом с другой. То же самое время, тот же самый размер записи, только с 2 разных камер. Вот такой вариант камеры был сегодня у меня на видеообзоре. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Есть свои плюсы, свои минусы. Что-то, конечно, нужно дорабатывать. Вот этот момент, что на слежение дает команду эта камера, мне как бы не до конца понятен. А также в этой системе есть свой плюс, ну и есть свой минус, что камера следит только в той плоскости, за той территорией, за которой наблюдает эта камера. Хотя она может поворачиваться и на больше градусов. Я так понимаю, сейчас вот такие устройства, такие камеры будут набирать популярность. Именно 2 в одном, где в одном устройстве 2 камеры. Будут они под разные приложения, буду тестировать. Кому интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал обязательно. Ставьте лайки, помогайте продвигать видео. Подписывайтесь в Instagram, там делюсь с вами полезной информацией. И анонсы, фотоанонсы, краткие видео, что будет в следующих моих видео. Глянете и будете уже знать.
На Instagram также подпишитесь, все полезные ссылки под видео в описании. И на смарт-хату заходите, кого заинтересовали эти камеры в Украине, они уже в Украине есть. На AliExpress, кого камера заинтересовала, кто может заказать с AliExpress и кому это лучше, то заказывайте с AliExpress, ссылка также в описании. Всем удачи, до следующих видео.